Мы уже приехали на пирс. Сейчас движемся в сторону нашей лодки. Конечно, мы немножко ожидали другой катер. Но ничего, сегодня мы будем плавать на пиратском судне, на драгон-боте. Почувствуем себя настоящими пиратами. Здесь, в Элю-Денизе, на пляже Бельджики, стоит очень много разных лодок. Уже поставили лежаки. Правда, почему-то еще никто не летает на параплане. Надеюсь, когда мы вернемся, мы кого-то увидим. Посмотрим, что нас сегодня ждет. Мы отправляемся на экскурсию в 6 островов. Главное не убиться, пока мы будем подниматься на него. Опа! Очень вообще его шатает, жесть как. Ну, грозный чувак. Давай, пират, заходи. Мы взяли карточки на обед. Во время обеда к нам подойдут, заберут у нас карточки, дадут нам курицу. Это самая любимая яхта русских туристов. Я помню, когда я работал в Анталии, да вообще в любом городе, в принципе, на Анталийском побережье, есть возможность покататься на барбосе, это то же самое. Но в нашем случае здесь алкоголь не включен, нам дают только обед, и напиться, нагуляться, наверное, здесь не получится. Друзья, надеюсь, эти цены не настоящие, потому что пиво на этой барбосе стоит 35 лир, вино 30 лир. Дешевле вино пить, чем пиво. Коктейли 70 лир, кока-кола 10 лир. Да, цены жесть. Просто. Теперь я понимаю, почему везде эти агентства продают эти лодки за такие цены. 20, 25 долларов, 30. Потому что сюда, кроме, грубо говоря, обеда, ничего больше не входит. Мы посмотрим, что нам будут давать на обед. Но пиво за 35 лир очень жестко. Я помню, в этих местах обычно проходит дискач, льется пена. Ну да, вот отсюда все тут прыгают, пляшут. Но я думаю, что с такими ценами на алкоголь здесь желающих будет поплясать не так много. Внутри есть места, где можно посидеть. Еще один барчик. Оп. Приплыли к первой остановке, это Голубая пещера по дороге к долине Бабочек. Сейчас пойду покажу, как это выглядит. Говорят, что лодки поменьше могут туда вовнутрь заплыть, но мы туда заплыть не можем. Сейчас посмотрим, что это. Наша первая остановка — долина Бабочек. Сейчас главное спрыгнуть с этого катера и не убиться, потому что
Эта штука качается. Люди выходят. Вообще этот местяк похож на лагерь путешественников. Здесь есть место, где можно разбить палатку, но все это удовольствие платное. Здесь есть пару кафешек. Сейчас пройдем вовнутрь, посмотрим вообще, что здесь, чем здесь народ занимается. Но людей здесь, в принципе, много. Опять кактусы. Эти кактусы меня преследуют. Если вы смотрели выпуск Мармариса, там тоже везде есть кактусы. А вот, кстати, палатки, про которые я говорил. Здесь рядом проходит Ликийская тропа. И многие люди специально сюда приезжают, чтобы здесь переночевать и пожить. Короче, нас привезли в долину бабочек, а здесь, когда заходишь вглубь, какой-то чекпоинт стоит, где нужно платить деньги. Мы сейчас будем платить по 8 лир за человека, чтобы пройти к водопаду и в саму долину бабочек. Мераба. Здесь написано 8 лир, какая-то карточка, Butterfly Volley. Ну погнали, смотрим, что там. Те, кто здесь ночует, могут воспользоваться туалетами, душевыми. Прикольно. Ку-ку. Что-то пошло не так. Ладно, не будем мешать. Так, ну что, мы тут идем вообще по этим, не джунглям, хотел сказать джунглям, мы идем по этому селу. И мы пока ничего еще не нашли. О, черепаха. Вот мы, кстати, и нашли, да, как в тему. Ты кто? Ты куда? Черепахин. Тыч, 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 тыч. Я думал, что это долина бабочек, а это долина черепах. У меня, кстати, дома такая же черепаха, но она почему-то еще не выросла. Хотя уже очень много лет ей. Такое ощущение, как будто мы приехали в зоопарк. Здесь гуси гуляют. Прикольно. Друзья, мы нашли водопад. Я сейчас покажу, как он выглядит. И, честно говоря, лучше бы мы его не искали. Я надеюсь, что это только начало, но мы шли сюда приблизительно, ну что приблизительно, время 12:15. Мы шли сюда 10 минут в одну сторону, и в обратную сторону нам тоже эти 10 минут. Так. Ну это все. Ну да, вот это вот маленькая струйка, это весь водопад. Короче, там дальше подъем. Я не знаю, получится или не получится забраться. О, вы бы меня видели сейчас. О. Фу. О, честно, я надеюсь, что мы не зря лезем туда дальше. Когда я снимал струйку водопада, я увидел там указатель 100 метров выше. Но выше как-то так. Главное, тапки здесь не оставить. Кать, ну что там видно что-то? А, вон там люди фотографируются. Ну пойдем. Ну вообще неплохо. Но мы еле сюда поднялись. С той стороны мы пришли. По времени 20 минут сюда добираться. Здесь продолжается подъем. Сейчас я пойду по этой воде. Что не сделаешь ради того, чтобы вам показать, как это выглядит на самом деле. Вот он. Фух. Водопад.
Друзья, мы спустились вниз, наконец-то, к берегу, и хочу сказать, что мы потратили 47 минут на то, чтобы дойти к водопаду и вернуться обратно. Если вы будете здесь отдыхать, если вы сюда приедете, не вздумайте идти к водопаду, потому что вы просто зря потратите время. Водопад очень маленький, и делать там нечего. Касаемо долины бабочек, я хочу объяснить, почему все-таки она так называется. Здесь, по крайней мере, раньше обитало огромное количество разных бабочек, и в том числе тигровые бабочки, которые очень популярны на территории Турции. По крайней мере, мне так кажется, вроде они так и назывались, тигровые бабочки. Но сейчас их здесь практически нету, и почему сейчас называют долина бабочек, я не могу сказать. Мы видели только одну, и дальше я покажу, как она выглядит, да, в следующем отрывке. Все-таки бабочки в этой долине есть. На самом деле сюда можно добраться только по воде сейчас, но в интернете ходит такая информация, что можно спуститься оттуда, сверху. Там есть специальный спуск, но многие пишут, что этот спуск для некоторых людей может закончиться очень плачевно и печально, без специальной подготовки. И правительством этот спуск запрещен. Там стоят указатели, что спускаться сюда нельзя. Приехали в бухту с холодной водой. У нас сейчас будет обед. Я покажу, как он выглядит. В общем, напомню, что еду выдают по карточкам. Мы сейчас сидим, ждем очередь. Я один с Катей в маске, потому что всем остальным все равно. Так что будьте внимательными, учитывайте этот факт тоже. И не забывайте одевать маску, особенно на таких мероприятиях. Опа, чтоб тебе мало не казалось. Погнали. Опа. Так. Наш обед выглядит так. Ну, в принципе, неплохо. Здесь есть мясо. Опа! Я нашел капитанскую рульку. Наверху здесь. Холодная бухта. Мы сейчас сюда приплыли. В принципе, неплохое место. Выглядит красиво. Пойдем попробуем, как водичка.
остановка Camel Beach, пляж верблюда. Честно, не буду даже придумать, почему так назвали, потому что, ну, глупо. Просто пляж верблюда. Вообще, честно, мне холодно здесь, я не знаю почему. Наши туристы купаются все, блин. Конечно, накатили там водки, пиво и плавают все. Не знаю. Сегодня какое число? 22 мая, 23. А вода-то холодная, не знаю, как люди вообще купаются. Ну, в общем, здесь как просто фоткаться и мерзнуть в этой воде. Делать больше нечего. На этом пляже больше ничего нету. Друзья, даже стыдно. Здесь даже показать нечего, честно. Дошли мы до самого конца этого пляжа. Сделали пару красивых фотографий в этом месте. Ну и все. Вова, у тебя там платье на плече. Ты меня снимаешь? Ну все, вот наши 20 минут так и пролетели. Уже идем обратно на лодку и ждем следующую остановку. На следующей остановке нас ждет остров Святого Николая. Надеюсь, что он нас порадует, и мы что-то там увидим. Мы припарковались возле острова Гимелер. Остров еще называют остров Святого Николая. Здесь вход стоит 15 лир с человека. Сразу же, когда лодка паркуется, небольшая касса, там можно купить билет. Без билета на остров никак не пройти. Сейчас поднимемся. Здесь, говорят, есть красивая смотровая площадка. На острове развалины церквей, несколько домов. Посмотрим, как все это выглядит. Вообще говорят, что здесь когда-то жил Святой Николай. Вообще здесь такие развалины большие. Да. Виды открываются крутые. Фух. Что-то мне подсказывает, что это будет как с долиной бабочек. Сейчас мы будем все 30 минут подниматься туда. Мы уже почти поднялись к смотровой площадке, но тут тоже открываются красивые виды. Сейчас покажу. Развалины сверху. Туда вниз спуститься нельзя. Там есть ворота, но там решетка. Come on, baby, let's go. Сейчас мы добежим до самого верха. Вау, как красиво. Но на самом деле здесь нет такого разочарования, как с долиной бабочек. Сюда обязательно надо подняться. Очень круто. Пойдем, у нас осталось очень мало времени. Но осталось 8 минут, и мы побежали вниз. А наша яхта где? Там. Сейчас странно, кстати, пока я бегу, я заметил, что здесь очень много козьих какашек, но мы пока еще не видели ни одну козу. Главное не убиться, пока мы спускаемся. И вообще, кстати, еще одна рекомендация. Если вы сюда поедете, возьмите с собой лучше кроссовки, а не тапочки.
Пожалуй, честно говоря, лучше бы мы провели здесь больше времени, чем в холодной бухте и на пляже Верблюда. Здесь очень интересно. Я бы сюда хотел еще раз вернуться, потому что мы многое не успели посмотреть. У нас здесь было всего лишь 30 минут. Ну что, друзья, наше путешествие на 6 островов закончилось. Что я могу сказать? Что если вы не любители шумных движух, огромное количество людей, то турецкие огромные пиратские яхты точно не для вас. Мы особо не любим такую тему. Поехали туда чисто ради островов. Острова мне понравились. Но единственное, что хотелось бы больше провести времени на этих островах. Да, мы провели очень мало времени, особенно на последнем острове, острове Святого Николая. Поэтому, если вы будете выбирать между программами 12 островов, бухты Фетхи и 6 островов, я рекомендую поехать на программу 6 островов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Встретимся в следующем выпуске.